Квантовые информационные системы основаны на квантовой теории. Сама квантовая теория содержит несколько недоказуемых утверждений, которые, собственно, называются постулатами квантовой теории. Среди них можно отметить несколько самых главных. Это состояние квантовой системы, принцип суперпозиции квантовых состояний, соотношение между оператором и физической величиной, эволюция квантового состояния и измерение физической величины. Ну, что такое состояние квантовой системы? В общем случае, состояние – это набор физических переменных, определяющих свойства конкретной системы. Символическое, ну, оно называется еще дираковское обозначение квантовых состояний, содержит список переменных, которые задают описание этого соответствующего состояния. Так как состояние задается набором переменных, то говорят о векторах состояний. При этом вот такой значок называется ket-вектор. С символом квантового состояния само по себе никакая функция не связана. То есть это перечисление вот физических величин и все. У различных систем список переменных, задающих состояние, различен, что отличает от классической теории, когда состояние задавалось только координатами и импульсом в начальный момент времени. Дираковское обозначение для квантовых состояний вообще требует некоторых комментариев. Значит, формально существует два типа векторов. Вот такое обозначение называется ket-вектор, а второй вот тип называется бра-вектор. Сопряжение векторов задается следующим соотношением. И эти векторы, вот бра и ket-векторы, они называются дуальными или сопряженными векторами. Очень важное соотношение, которое определяет тождественные состояния. Вот состояние такого типа и состояние вот с экспонентой добавленной вот такого типа – это описание одного и того же состояния. Дальше. Вводится понятие так называемое скалярное произведение вот этих бра и кет-векторов, которое обозначается вот таким символом. И вот это уже есть функция, которая является функцией от этих переменных. Для ее вычисления, правда, потребуется решать квантовые уравнения. Терминологически вот эта буква А означает то, что стоит в бра-векторе, представление состояния, а буква Б – это само состояние. Принципиальным отличием еще является следующее. Можно составить прямое произведение, что есть оператор. Действительно, если мы вот этим объектом прямое произведение А подействуем на Z, получим вектор B. То есть исходный вектор под действием оператора вот этого преобразовался в вектор B. Ну, то есть это оператор. Раз речь идет о векторах состояний, то можно ввести понятие пространства квантовых состояний. Значит, пространство квантовых состояний представляет собой набор векторов, состояние удовлетворяющих вот этому условию ортогональности этих векторов. Дельта НМ – это символ Кроникера. Конечно, при заданном базисе любой вектор размерности базиса может быть представлен в виде вот следующего разложения, где коэффициенты разложения, конечно, определяются на основе этого соотношения элементарным образом. Аналогично можно написать и представить общее выражение для оператора в пространстве квантовых состояний. Соответственно, вот линейный оператор в пространстве векторов состояния имеет вот такой вид, где коэффициенты эти с учетом вот этого соотношения, конечно, определены вот таким объектом, который называется матричный элемент. Значит, отсюда вытекает, например, что для единичного вектора, при котором вот эти символы, эти коэффициенты, матричный элемент будет равен нулю, при n неравном m, и единицы при n равном m. Следовательно, имеет место вот такое равенство, которое называется дираковское разложение единиц. Это для дискретного спектра. Аналогично можно нарисовать и для непрерывного спектра. Волновая функция является способом описания квантового состояния системы в координатном представлении. Значит, если есть система, значит, она задается каким-то набором физических переменных, и вот это координатное представление этого состояния, это и есть волновая функция. Этот объект удовлетворяет определенным свойствам, обязан удовлетворять. Эта функция должна быть непрерывно, ограничена и однозначна. То есть при решении должно выполняться, при нахождении этой функции вы должны выполнить вот такие условия. В системе тождественных частиц имеются некоторые дополнительные условия, связанные с перестановкой совокупности координат частиц, о котором сейчас говорить не будем, а когда это потребуется, будет сказано. И еще одно важное свойство, которое фактически физическим свойством является для волновой функции, так называемая статистическая интерпретация. Смысл ее достаточно простой. Вот в одномерном случае можно прокомментировать, что квадрат модуля волновой функции
если частица движется в некотором пространстве одномерном, x обозначенным, то квадрат модуля умножить на dx – это вероятность найти частицу внутри вот этого бесконечно малого интервала dx. Аналогично квадрат самого модуля функции без dx – это есть плотность вероятности в соответствии с определениями теории вероятности. С учетом того, что если эту плотность вероятности разбить на бесконечно малые интервалы и просуммировать все, то получится достоверное событие в том смысле, что частица где-то же есть, так? А это достоверное событие в рамках теории вероятности обозначается единицей и называется в квантовой теории условием нормировки. Ну, для одномерного случая, может быть, не очень, так сказать, просто пояснить, но вот для системы многих частиц, о чем идет речь, когда мы говорим про статистическую интерпретацию, это вероятность, квадрат модуля волновой функции, вероятность, которая определяет, где находятся эти частицы внутри вот бесконечно малых объемов dv1, dv2, dvn. То есть одна в одном объеме, другая в другом, и третья, и там следующая во всех остальных объемах. Значит, принцип суперпозиции. Второй принцип, это который формально может быть записан вот таким соотношением. Если система может находиться в состоянии А, может находиться в состоянии Б, условно обозначим эти состояния, то она может находиться в суперпозиции этих состояний, где квадраты модуля этих коэффициентов удовлетворяют этому соотношению. Соответственно, для произвольного случая это обобщение этого определения от двух будет иметь следующий вид. Аналогично, если это рисовать в волновых функциях, то это будет вот такая сумма для двух состояний или для нескольких состояний. Это выражение через волновые функции будет иметь следующий вид. Значит, следующий принцип – это то, что в физической величине, в каждой физической величине соответствует линейный Эрмитов оператор. И вид оператора зависит от представления квантовой теории. Конкретно в нашем случае будут рассмотрены уравнения в координатном представлении. Вот конкретно проекция импульса на ось X имеет вот такой вид. Если в трехмерном случае, то это будет вот такое выражение. Это все выводится из определений и постулатов, которые были сказаны выше, но сейчас я этим заниматься не буду, и будет только вам сказано, что явный вид оператора такой, импульса, а явный вид оператора координаты – это умножение на координату в координатном же представлении. Если бы координату искать в импульсном, например, представлении, то это было бы выражение, которое бы содержало вот такую вот производную d по dpx. Это был бы оператор в импульсном представлении. Но в координатном представлении нам это не надо, вот имеет такой вот вид. Значит, основное уравнение, которое подлежит для определения и нахождения, собственно, волновой функции, то есть скалярного произведения состояния в координатном представлении, имеет вот такой стандартный вид, где буква H – это оператор Гамильтона, который всегда для любой системы есть оператор кинетической энергии, оператор потенциальной энергии. Решение уравнения – это правило нахождения скалярного произведения вот этого вида, которое и есть, собственно, волновая функция. Ну вот для одномерного случая оператор кинетической энергии – это что такое? Ну, mv квадрат пополам, или в импульсном, или если писать через импульс, это будет p квадрат на 2m. Если воспользоваться явным видом оператора импульса, то вот для одномерного движения, для одной частицы это выглядит так. А для потенциальной функции это просто явный вид этой функции, который входит вот в это выражение для уравнения Шрёдингера. Вот из этого общего уравнения есть очень важный частный случай, который называется стационарное уравнение Шрёдингера, а именно, если оператор Гамильтона не зависит явно от времени, то решение вот этого волнового уравнения, так называемого уравнения Шрёдингера, имеет всегда вот такую структуру, где временная зависимость определена однозначно в виде этой экспоненты, а пространственная часть функции определяет вот так называемое стационарное уравнение Шрёдингера. Откуда это взялось? Ну вот просто если подставить, соответственно, попытаться разделить переменные временные и координатные в пространственные, вернее, в уравнение Шрёдингера, то по методам разделения переменных Фурье, стандартной процедуры, значит, мы получаем вот эти вот два уравнения. Одно равняет этой константе, или вот это равно этой константе, и значит, вот эта временная зависимость определяется следующим образом. А, соответственно, пространственная часть вытекает как решение этого стационарного уравнения. Ну, вот это вот стандартное
стационарное уравнение, которое, конечно, немножко проще, чем решение нестационарного уравнения. Но, тем не менее, значит, вот такое ограничение существует, что нужно, чтобы оператор Гамильтона не зависел от времени. Тогда будет вот такое уравнение. Значит, последний оператор, последний постулат – это измерение физической величины. Довольно такой экзотическая терминология, которая объясняет, что это за постулат, что, а именно, если вы хотите измерить физическую величину в какой-то системе, то результатом измерения физической величины является число, принадлежащее спектру оператора этой физической величины. Это первый пункт. Второе, какова же вероятность измерения этого конкретного числа? Ну вот вероятность нужно для его определить, она определяется квадратом модуля коэффициента разложения, состояние, в котором измеряется физическая величина, по полному набору ортонормированных состояний самого оператора физической величины. То есть вот таким соотношением. В результате измерения состояния системы пси редуцируется, разрушается и совпадает с собственным оператором измеряемой величины. Это вот более сложная часть этого постулата, но тем не менее вот его нужно иметь в виду. Таким образом, если говорить коротко, то вот эти предложения – это постулаты квантовой теории, и эти данные недоказуемые утверждения достаточны для построения физической модели и математического описания свойств микромира.